Сегодняшняя наша пресс-конференция посвящена итогам суперфинала чемпионата России по шахматам. У нас сегодня в гостях российский шахматист Владимир Крамник. И мы сегодня подведем некие предварительные итоги. Расскажем о подготовке к праздничному супертурниру, посвященному памяти Михаила Ботвинника, и о подготовке к матчу на звание чемпиона мира, который пройдет в Москве в мае будущего года. Владимир, я вам с большим удовольствием передаю слово, чтобы вы добрый день. дали анализ прошедшего турнира. Во-первых, я очень рад, что мне удалось наконец принять участие в этом турнире, потому что несколько лет, дело в том, что у нас бывают проблемы с календарем, и несколько лет как так получалось, что не находилось другого времени, кроме декабря. То есть этот суперфинал России всегда был в декабре, а в декабре, к сожалению, есть традиционный, в общем-то, очень сильный турнир в Лондоне, в Англии, который я несколько лет уже подряд играю, и как-то все время так получалось, что не было возможности сыграть. В этот раз, честно говоря, немножко, может быть, зачастую, отчасти из-за случайного течения обстоятельств, перенесли все-таки турнир на август, и у меня появилось время, я с удовольствием, конечно же, приехал, сыграл, и вроде бы я слышал, что уже с этого года и на следующий год тоже собираются делать в августе. Наконец, август у нас в шахматном календаре обычно более-менее свободный месяц, так что надеюсь, что буду теперь играть каждый год. Как у всех нормальных людей, август у вас тоже такой? Получается в итоге, что вместо отпуска работать придется, но в принципе играть в России и тем более чемпионат страны, в общем, я не против, отдохнуть всегда найду возможность. А что касается турнира, он интересный получился, на мой взгляд, один из таких самых боевых и самых интересных за долгие годы, может быть, вообще за всю российскую историю. Получился, во-первых, представительный, то есть играли практически все сильнейшие шахматисты страны. Может быть, за исключением, наверное, Витюгова, он сейчас молодой парень, он сейчас хорошо играет, и, наверное, турнир бы только украсил. Но в целом, в остальном все сильнейшие играли, и была очень насыщенная борьба. В отличие, там была какая-то критика до этого, что турнир такой в более релаксационном режиме проходил раньше. Но отчасти это было из-за того, что он был в декабре, и был, что называется, конец сезона, и игроки просто были очень уставшие, уже отыграли. У нас обычно всегда сентябрь, октябрь, ноябрь очень насыщенный график, и очень много играют шахматисты, и к декабрю уже просто не оставалось сил, поэтому так немножко вяло как-то проходил турнир. А сейчас все так с полной сил, с мотивацией играли, поэтому, на мой взгляд, турнир удался. В общем, мне очень понравилось вообще такой бойцовский дух. Зрителей было больше, чем обычно, и так все хорошо, по-моему, прошло. Но единственное, что результат, скажем так, мой, конечно, я бы хотел бы лучше сыграть, но он был не провальным, и поэтому ничего, нормально. Спасибо. Хотели бы услышать о подготовке к праздничному турниру памяти Михаила Ботвинника. Что по этому поводу делается и какие вообще есть идеи и мысли по этому? Да, в этом году будет 100 лет со дня рождения Михаила Моисеевича Ботвинника, который, в общем, был, можно сказать, что с него началось становление вообще советских и российских шахмат, безусловно. Он был первый человек, который, скажем так, восстановил систему целую подготовки, и все советские в то время российские шахматы вышли из него, безусловно. Поэтому, он первый чемпион мира наш, если не считать Алехи, но все-таки он эмигрировал, жил за границей, а он первый советский чемпион мира, и с него, так сказать, пошла вся эта полоса успехов советских российских шахмат. Поэтому для меня это особенно важно, потому что он был моим учителем отчасти. Я был, когда в 1987 году попал в его школу, он уже, когда отошел от шахмат, он тренировал, у него была своя школа вместе с Каспаровым тогда, который изначально был его учеником, потом тоже стал участвовать в этой школе, будучи уже чемпионом мира. Я попал в 1987 году в его школу, и 2-3 года мы общались, и для меня, конечно, это общение очень много дало во многих отношениях. Во-первых, просто легенда, конечно, в таком возрасте, мне было 12 лет, тогда очень важно просто пообщаться с такой абсолютной легендой в шахматах, и очень много было интересно, много полезных просто профессиональных советов он давал, и
Да и просто послушать о том, как он там рассказывал про свои встречи, не знаю, с Капабланкой и с какими-то прочими динозаврами, которые тогда мне казались... Недосягаемыми. Ну да, вообще людьми из каких-то, не знаю, с каменного века. То есть, ну, поэтому, конечно, очень интересно было его слушать. В общем, у меня осталось очень большое, так сказать, впечатление от него. К сожалению, он довольно скоро после этого ушел от нас. Но в любом случае, как бы я все-таки считаю его одним из таких первых настоящих учителей моих. И, конечно, я с удовольствием приму участие в этом турнире в любом формате, каком бы он ни был. Ну вот... А хотелось быть на него похожим? Вот по игре, по человечности, если так можно сказать. И, честно говоря, я вообще никогда не хотел ни на кого быть похожим. Мне кажется, все-таки задача вообще любого человека это в каком-то смысле найти свое я, то есть быть самим собой. Поэтому нет, я похожим нет, но мне просто я с большим уважением всегда к нему относился и вообще ко всем людям, которые достигают таких вершин и становятся, что называется, символами эпохи, да, в своем виде деятельности. Поэтому в этом плане, да, конечно, было очень важно. А так я всегда пытался искать какие-то свои пути. И поэтому, в общем, у меня идолов как бы никогда не было, даже в детстве. В детстве обычно у людей всегда есть какие-то кумиры, у меня никогда не было кумиров. Да, а так вот, что касательно этого мемориала Ботвинника, ну, я очень рад, что он, в принципе, мог сказать, что отчасти я как бы запустил механизм, отчасти того, чтобы вообще такой турнир состоялся. Еще год назад где-то я написал письмо в Федерацию совместно с племянником Михаила Моисеевича, который я тоже давно хорошо знаю, и по поводу того, что вот будет 100-летие, было бы неплохо что-то организовать на эту тему. И, к счастью, откликнулись, и вот сейчас организуют очень крупный такой турнир. Он больше, конечно, как шоу больше, но на самом деле очень значимое событие, потому что будет участвовать 4 сильнейших по рейтингу шахматиста мира. То есть первая четверка, так сказать, основная сейчас, она и по имени, и по силе игры, как бы так считается, такой основной четверкой в мире. Это, что, конечно, большая редкость, на самом деле, практически, по-моему, такого турнира еще не было вообще, что была просто только вот первая четверка. Будет, правда, игра в быстрые шахматы. Не в классической, но потому что календарь очень насыщенный и просто не смогли найти время для длинного классического турнира. Но все равно событие очень значимое. Насколько я знаю, оно будет проходить в таком очень известном месте. То есть они, ну, это такой больше идея популяризации шахмат. Конечно, почтить память великого шахматиста Ботвинника, но и просто как-то привлечь людей к шахматам, чтобы они пришли, посмотрели. У нас будут какие-то нововведения. Вот, например, одно из них это что, конечно, немножко подчеркивает такой более, может, развлекательный характер мероприятия, то, что посередине партии будут останавливаться часы, и игроки будут комментировать ситуацию по ходу игры. Мне кажется, что это довольно такая интересная вещь. На самом деле такое делалось на 2-3 раза. Мне кажется, что это для зрителей очень интересно, потому что на самом деле я вот всегда, мне всегда, скажем, в других видах спорта, там теннис или футбол, мне всегда, вот, например, страшно было бы интересно, там, не знаю, узнать Федерера вот там в перерыве между геймами, вот, чтобы он что-то сказал, что он сейчас чувствует, что он думает. Он и так мало говорит, Владимир. Он и так мало говорит. Да, но на самом деле самое интересное это в этом заключается, у истинного болельщика, то есть узнать вообще, что человек чувствует во время. Потому что после ты всегда как-то можешь, что называется, прилизать ситуацию, там, в соответствии с результатом, и как бы там все рассказать, как надо рассказать. Причесанно так. Да, причесать, да, все. А все-таки по ходу партии, как бы ты же не знаешь, как она будет развиваться, то есть ты, в общем-то, ну, должен говорить то, что ты думаешь, и на самом деле, мне кажется, что это очень интересно будет для зрителей. Я, по крайней мере, участвовал в паре таких мероприятий. Мне казалось, что зрителям это очень нравилось. Так что вот такая будет нововведение. Потом будет нововведение, мы будем играть парами, скажем так, будет такой парный микст. Будем играть, я буду играть с Косинцевой против там Анан Понсканеру, она одна из лучших шахматисток мира сейчас. То есть будут такие парные, такие развлекательные. То есть, в общем, по-моему, в итоге все это закончится каким-то грандиозным сеансом одновременной игры всех нас. То есть я надеюсь, что это послужит, скажем так, популяризации шахмат. По крайней мере, скажем, я сделаю все возможное. Скажем, да, конечно, спортивная составляющая этого мероприятия может быть не самая важная, но постараюсь, скажем так, привлечь максимальное количество людей к шахматам. Я думаю, что остальные игроки тоже. То есть основная идея, безусловно, в этом, и я уверен, что все пройдет хорошо.